Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Весы. Давайте посмотрим, что же ожидает вас во второй половине месяца мая, какие события у вас произойдут и к чему вам нужно быть готовыми. Итак, Весы, давайте посмотрим, что вам принесет вторая половина месяца май, какие карты вам сегодня выпадут. Итак, начинаем мы с первой карты. Это шестерка пентаклей. Замечательная карта. Карта, которая, знаете ли, говорит о таком честном обмене, о справедливом обмене дарения и получения. Это может быть связано с финансами или с материальными средствами, а также может быть связано с самой работой. То есть оно указывает на то, эта карта, даете ли вы больше или получаете взамен, сколько вы отдаете. Может быть, вы берете больше, чем отдаете, да, нужно достичь определенного баланса между дарением и получением. Для некоторых из вас это может означать просто или вручение подарка, или получение подарка. Также тут у вас есть карта Мир, да, карта Мир для многих из вас показывает завершение важного цикла, какая-то глава подходит к концу. И некоторых из вас это может сопровождаться чувством удовлетворения от достигнутого, когда двигаться дальше, это означает встать на совершенно новый путь. И как ни посмотри, для некоторых из вас это может стать следующим важным этапом. То есть мир дает понять, что то, что вы оставляете позади, оно больше никогда не вернется. И вы переходите к чему-то новому. Дальше по карте Мир, да, у вас идет четверка жезлов. Кстати, карта переезда для многих из вас может говорить о каких-то переездах вместе с картой Мир, а также празднование чего-то, когда вы отмечаете какое-то триумфальное завершение или достижение чего-то, какое-то важное событие. Оно показывает собрание, да, четверка жезлов показывает собрание там с семьей, в кругу семьи. Может быть, вас приглашают на чью-то свадьбу. То есть это какое-то событие, объединяющее людей для празднования важных событий. И на глубоком уровне эта карта, именно четверка жезлов, она подчеркивает важность социальных отношений, которые у вас есть в вашей жизни, в частности, в плане совместного празднования каких-то важных событий. То есть очень хорошая энергия, это своего рода такой переход к следующему этапу или какой-то новой главе вашей жизни. И вы действительно можете отпраздновать это с теми людьми, которые вам дороги или которые находятся в вашем окружении обычно, да, в вашей жизни. И сфокусированы вы, то есть карта четвертая здесь у нас в ряду, это карта императора, сфокусированы на том, чтобы взять ситуацию под контроль, чтобы чувствовать, что вы ответственны и вы принимаете вообще решения в своей жизни, и вы ответственны, соответственно, за эти решения. То есть здесь, да, эта карта говорит про Овнов, может говорить о том, что здесь общение какое-то с человеком знака Овен. Этот человек может быть каким-то значимым человеком в вашей жизни. Возможно, он оказывает влияние в этот период на вас, даже если это не Овен по знаку зодиака, но кто-то очень авторитетный, важный, значимый, кто-то очень такой, да, мужественный для вас. Также и вы можете проявлять здесь такую энергию, как я говорила, если вы направлены и нацелены на то, чтобы больше управлять своей жизнью, больше планировать, больше каких-то серьезных решений принимать в том, чтобы добиться результата важного, да, и вы понимаете, что вы способны добиваться важных результатов серьезных благодаря вот этим вашим усилиям. Давайте посмотрим, что еще есть. Шестерка мечей рядом с императором. Снова-таки десятка кубков. Я уже говорила про семью и важность семейных ценностей для вас здесь. Многие из вас, возможно, переживают какой-то переходный период и трудные времена в вашей жизни в какой-то ситуации. И тут переход к лучшему. То есть вы вступаете в период перехода к лучшим временам, к переменам к лучшему. И эта шестерка мечей, она показывает наступление мира и гармонии. То есть ситуация улучшается. Вы как будто исцеляетесь в этой ситуации, особенно в отношении дома, в отношении взаимоотношений с близкими.
с родственниками. Также здесь может быть, знаете, как ощущение стремления взять ситуацию под свой контроль, как глава семьи. И это будет способствовать вашему исцелению. Мол, я управляю ситуацией, я ничего не боюсь. Возможно, для некоторых из вас здесь какой-то шаг вперед будет, который вы будете отмечать, или как вступите в новый период, и для вас это будет каким-то важным событием, соответственно. Давайте посмотрим дальше. Дальше есть карта влюбленные. Опять-таки взаимоотношения с людьми. Влюбленные — это союз людей, да, гармоничные отношения с людьми, которые вы хотите выстраивать, и пытаетесь, и у вас получается, скорее всего, это здесь делать по карте влюбленные. Но также здесь есть и принцесса кубков, водная стихия, водный знак зодиака. Может быть, общение с водным знаком, это раки, рыбы или скорпионы. У вас очень много здесь эмоциональной такой или личной энергии. Возможно, это связано как-то с вашими отношениями или оказывает серьезное влияние на ваши отношения или на парные отношения. То есть здесь такое чувство, что для некоторых из вас это может касаться каких-то конкретных отношений, возможно, личных или романтических отношений между людьми, когда вы приходите к согласию друг с другом, то есть к гармонии, к миру. Здесь достаточно хорошая эта карта принцессы кубков. Вы приходите к какому-то согласию относительно того, что для вас важно. Вы принимаете какое-то важное решение, касающееся дальнейшего развития отношений, в частности. Возможно, вы думаете о том, как дальше вам собирать свои силы, да, совместно для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Да, может быть, там, не знаю, с вашей второй половинкой или с людьми, близкими вам, родственниками, да, какие-то семейные вопросы здесь решаете, какие-то важные решения принимаете, потому что влюбленные — это еще выбор, то есть принятие решений. Здесь могут существовать какие-то договоренности и также взаимный обмен, когда кто-то что-то делает там для вас, вы, соответственно, тоже что-то делаете для этого человека. Здесь очень много такой доброты, нежности, уязвимости, стремлений двигаться вперед в согласии друг с другом, да, или в этих вот парных отношениях. Ну да, такой совет здесь — двигаться вперед через акты доброты, через проявление нежности или через проявление такой способности приходить к компромиссам, слышать друг друга. То есть сейчас энергию какого-то конфликта проявлять точно не нужно, и вам здесь в этом нет необходимости. И с этой картой императора, которая очень сильная, вам не нужно показывать свою силу, чтобы показать свой авторитет. Вы можете здесь договориться или донести свою точку зрения до близких парных отношений, опять-таки потому что вот через теплоту, через доброту, через вот такое внимание. Десятка мечей — завершение периода какого-то сложного, который у вас был, и тут же тройка жезлов. Здесь, возможно, в прошлом были какие-то разочарования или предательства. Здесь вы можете осознать, что усилия наконец-то ваши приносят плоды, и вы можете закладывать здесь основу для будущего роста, и у вас появляется больше оптимизма и надежды на лучшее будущее. Возможно, вы думали, что в какой-то ситуации что-то вот не сработает, не получится, но здесь начинаете получать какие-то хорошие результаты, и вот, учитывая четверку жезлов, которая показывает праздник, какие-то вечеринки, встречи с друзьями, какие-то возможность, да, что-то отмечать такое позитивное, здесь будут как возможность отмечать какие-то хорошие результаты, которые вы уже получаете во второй половине месяца мая. Дальше у вас есть Верховная Жрица и четверка мечей. Здесь четверка мечей, Верховная Жрица. Ну, интересно, в принципе, потому что четверка мечей, да, она больше о таком времени, когда вы находитесь в состоянии такого как успокоения, да, хотя четверка жезлов символизирует праздник и важные события в кругу друзей, какие-то действительно такие объединяющие вас события или мероприятия. Но также здесь ощущается такое какое-то внутреннее спокойствие с этой четверки мечей или ощущение, будто вы делаете шаг назад, убеждаетесь, что по вашей интуиции, потому что есть Верховная Жрица, вы действительно чувствуете, поступаете правильно, что вы правильно ощущаете эту ситуацию вот в происходящем. Этот период, ну, возможно, вам следует проявлять немного
больше осторожности, несмотря на всю такую хорошую праздничную атмосферу и хорошие карты, которые у вас есть. Но вам нужно иногда будет делать шаг вперед и убеждаться, что вы правильно принимаете решения, что действия, которые вы предпринимаете вот в это время, что они верны, что они соответствуют тому, как вы чувствуете, что ваша интуиция, ваше внутреннее чутье, что она подсказывает вам действительно правильные решения здесь. И дальше, что у нас еще есть? Еще король жезлов, да, огненная такая стихия, интересно. Огненный знак зодиака, действительно акцент на огненных знаках, может быть, у кого-то общение с огненным знаком будет важным. И есть колесо фортуны, карта удачи, карта каких-то позитивных перемен и позитивных сдвигов для вас в вашей жизни. Ну, тоже очень хорошо, знаете, здесь вы, ну вот, возможно, действительно находитесь в каком-то удачном таком моменте в вашей жизни, каких-то удачных стечениях обстоятельств, каких-то важных решений для вас, которые важное значение потом окажут на вашу дальнейшую жизнь и, ну, собственно, на отношения ваши с близкими. То есть вам нужно просто периодически делать шаг назад и убеждаться, что вы в своих решениях поступаете правильно и что на вас не оказывает давление какие-то люди со стороны, что они не оказывают давления на ваш выбор. Да, что этот император, чтобы он не выступал в роли какого-то человека, который давлеет над вами, пытается вас в чем-то убедить, с чем вы не согласны, допустим, если речь о таком идет. То есть лучше будьте вы сами этим императором, соответственно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов мы завершаем на вторую половину месяца мая. Я надеюсь, что большинству из вас это видео подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы, насколько видео вам подходит. Всегда очень рада почитать ваши комментарии. Берегите себя и до скорого!